Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, какие бывают RCA кабеля. Что такое вообще RCA кабель, для чего он предназначен? RCA кабель предназначен для того, чтобы подключать дополнительные устройства к магнитолам Jansun и подобным магнитолам. Например, подключить дополнительные камеры, подключить дополнительный монитор, подключить звук дополнительный, получить линейный выход для подключения на усилитель, подключить сим-карту, подключить еще что-то дополнительное, вентилятор, например, и тому подобное. Но должны мы помнить перед этим всегда, что разные версии магнитол имеют разные возможности RCA кабелей. И то, что вы купите RCA кабель, совсем не означает, что ваша магнитола будет поддерживать некоторые из них. Например, некоторые дешевые магнитолы, самые дешевые, они имеют только 4 звуковых канала. И на RCA просто отсутствует дополнительный звуковой канал. Уже подороже версия, она имеет звуковой канал. Также на дешевой версии может не быть видеовыхода для камеры. Может и быть видеовыход на топовой версии, а может и не быть. То есть это все нужно уточнять непосредственно по возможностям и характеристикам технической магнитолы. Вот посмотрим. Это только малая часть возможных типов RCA кабелей, но в принципе они все одинаковые. Они имеют определенный пин. Здесь у нас пин на 20 портов. Это стандартный разъем. Он может размещен быть по-разному. Вот здесь, в этой магнитоле, он находится здесь. А в этой магнитоле находится здесь. Но он все равно 20-пиновый. Кроме того, там идут определенные стандартные ключи. Ключи подключения для разных видов. Обратите внимание, что вот эти вот бирочки, они подходят только эксклюзивно к той магнитоле, которую вы покупали. Если вы будете покупать левый RCA кабель, вот это совпадение, конечно, может и не быть. Поэтому нужно смотреть по распиновке. Вот, например, такая модель. Самый простой вариант RCA кабеля, вот он. Что он у нас имеет? Он может подключить камеру, используя пин. Кстати, обратите внимание, очень легко оторвать. Вот здесь вот находится, вот здесь уже оборвался, то можно будет это все восстановить. Здесь еще у нас есть AUX для входа, это если есть, и он двухканальный. В принципе, вот этот выход, это подключение вентилятора и дополнительное питание для усилителя. Потом есть вот такой вот кабель. Вот эти вот кабеля, они похожи, отличаются просто количеством портов. Здесь на один больше порт для сабвуфера. Здесь нету такого порта. Вот еще один вариант, где используется немножко другая абсолютно расшифровка и распиновки. Поэтому иногда вот здесь вот указано, видите, вот это выход для камеры, но он называется AUX. Здесь вот у нас еще вариант. Вроде бы все похоже. Но здесь уже фронт-камера указана и AUX-V. Фронт-камера — это два пина, которые имеют определенную распиновку. И она зависит опять же от самой магнитолы. Вот такая вот версия RCA кабеля. Здесь у нас есть для камеры, называется вот он SVBC-in-1. И есть отдельно для микрофона. Опять же, обратите внимание, и если магнитола не поддерживает внешний микрофон, то установка такого RCA кабеля не даст вам возможность работы внешнего микрофона. Вот еще вот такой кабель. Здесь есть и микрофон, и видео на 2. Это магнитола должна поддерживать. И даже выход под сим-карту. Вот здесь вот стоит. То есть, опять же, это сделано под определенный тип магнитолы. В следующем видео мы расскажем, как подключить переднюю камеру, фронтальную. Не как заднюю при включении скорости, задней передачи, когда вы сдаете назад, а как просто подключить камеру и запускать ее на магнитолах Jansun.